Друзья мои, всем привет! Хочу сказать вам огромнейшее спасибо за ваше общение, за ваши комментарии, за ваши вопросы. И сегодняшний репортаж, он будет из серии «Без рецепта». Он будет как раз посвящен, можно так сказать, да, одному из вопросов. Моя подписчица, очень давняя знакомая, мой наставник по жизни, могу даже так сказать, Наталья, она попросила моего мужа рассказать, как он делает квас. Но так как Володя у меня сниматься не любит, он, конечно, рассказал мне так это, он, во-первых, сначала показал, что ты не знаешь, что ли, сама расскажи. Но кое-какие моменты с его участием я все равно засняла. Так что вот, речь сегодня пойдет о квасе, как его делает мой муж. Называю я этот квас Владимирский квасок. Мужа зовут Володя, так и называю этот квас, Владимирский квасок. Состоит он из воды, жареных сухарей, сахара, все. Все элементарно просто, но этот квас очень и очень вкусный. Есть у него небольшие секретики, о которых я вам сейчас поведаю. Квас у нас настаивается вот в такой 20-литровой бутыли. И посмотрите, пожалуйста, осадка практически нет. Можно сказать, что его нет. По поводу осадка у Володи есть свой секретик. О нем, конечно же, я вам поведаю, но попозже. Итак, с чего бы начать? О, горячая! Вот с воды и начнем. Хоть вода у нас и хорошая, у нас колодезная вода, но для кваса воду мы кипятим. Первый квас, вот как только начинает его Володя ставить, мы ставим на 10-литровое ведро. Туда он добавляет грамм 300 сахара, пол-буханки черного хлеба, сухари зажаренные прям, покажу, до какой степени мы их зажариваем, и пол чайной ложечки дрожжей. И настаивается все это дней 5. За день до того, как нужно будет слить первый квас, мы опять кипятим воду, жарим сухари, ничего туда не добавляем, просто вода и сухари. И все это дело настаивается еще сутки. То есть стоит первый квас и стоит еще ведро с сухарями. Дальше. Первый квас сливает, но сливает его не весь. Он вот этот вот хлебный осадок он оставляет в ведре. Мы его выбрасываем. Дальше. В слитый первый квас. Я надеюсь, я понятно объясняю. Не знаю, если будут какие-то вопросы, напишите. Слитый первый квас Володя выливает в бутыль. Мы настаиваем квас в бутыли. Какая будет тара у вас, я не знаю. Там уже будете ориентироваться. В эту же бутыль он доливает настоявшиеся сутки сухари. Опять же сливает это без хлебного осадка. Хлеб выжимать не надо. Хлеб выжимать не надо. Пойдет воробьям, да? На кучу. Нет, будет мутный квас. Вот. Хлеб выжимать не надо, а то квас будет мутный. Вот, видишь, какие нюансы. И осадка много будет. Для того, чтобы быстрее растворился сахар, Володя кипятит чайник и добавляет в кастрюльку. Но можно этого и не делать. Можно сам квасок подогреть, а можно и, так просто размешать.
добавляет туда 700 грамм сахара. И настаивается у нас все это 3 дня. И никаких дрожжей больше не добавляется. И этот процесс повторяется. То есть за сутки до слития кваса мы кипятим воду, жарим сухари, настаиваем. Не пойму, что такое? Что ты ржешь-то? Ну что, если фляг свести, то что, это надолго? Но я сейчас покажу, как Володя сливает. Здесь тоже есть небольшой секретик. Ну первый секрет я вам открыла. Для того, чтобы не было осадка, вот в квасе, да, сливаем просто чистую воду. Можете процедить ее через сито. Можно, ну вот как через крышку, да, вот так. Володя сливает через крышку. Сухари остаются на дне ведра, и мы уносим их на кучу, там воробьи резвятся. Итак, сейчас покажу, как мысли бегут вперед слов. Покажу, сколько Володя сливает из этой бутыли. Здесь тоже есть один секрет. Квас из бутыли сливается не весь. Володя оставляет, ну, наверное, треть. 2/3 сливает, а треть оставляет. Ну, понятно для чего, да, чтобы было на чем настаиваться. И еще один секретик этого кваса. Наверное, самый главный секретик. Почему он получается у нас такой газированный? Мы сливаем квас вот в такие вот бутылки. Закрываем плотно крышечку, и вот эти бутылочки стоят у нас еще сутки. Вот, наверное, только поэтому. Когда свежий квасок сливаешь, ну, хочется иногда, да, квас не хватает, хочется попить, только свежеслитый квас из бутыли, он мало-мало газированный. Но когда сутки отстоит вот в такой вот бутылке, ну, неважно в какой бутылке, лишь бы только он отстоял сутки закрытой крышечкой. Все, квас становится газированным. Ну вот и все. Рассказала все, что знала. Если будет что-то непонятно, пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Пробуйте, ставьте. Это очень просто. Вода, сухари, сахар. Все. И через 3 дня на вашем столе шикарнейший напиток. Упустила один момент. Изначально, когда только Володя начинает ставить квас, он жарит половинку буханки черного хлеба. Ну, хотя, я думаю, можно бы и целую пожарить, но это опять же его рецепт. А потом уже в дальнейшем процессе, да, жарим целую буханку черного хлеба. Вот теперь все. Пока!